Всем привет! Вы на канале Dasha Models, и в этом видео я буду строить, наверное, самый неоднозначный набор, который вышел у Звезды 2 года назад. И это Opel Blitz. Так что смотрите внимательно и узнаете, почему этот набор такой странный, что в нем так вызвало у меня неоднозначную реакцию, и стоит ли его вообще брать. Поехали! Итак, давайте посмотрим на дитя сотрудничества фирмы «Звезда» и «Тольери». И это немецкий грузовик Второй мировой войны Opel Blitz. Это довольно знаковый автомобиль. Он был довольно распространен в немецкой армии. И, видимо, фирма «Звезда» арендовала у «Тольери» оборудование, чтобы произвести эту модель. Она появилась в ассортименте фирмы «Звезда» в 2023 году. Именно эта модель изготовлена в августе. И тем самым расширила их модельный ряд. Так что эта модель полностью сделана в России по лицензии фирмы «Тольери» в 35 масштабе. На обратной стороне мы можем оценить качество модели. И я думаю, здесь будут некоторые сложности, так как, например, у автора вот этой модели были сложности с стыковкой остекления с кабиной. И также видны некоторые грубоватые детали в самих отливках. Но я думаю, что у фирмы «Тольери» Opel Blitz появился в ассортименте намного раньше, мне кажется, еще до 2000-х годов, так что все может быть. Давайте посмотрим, насколько я столкнусь со всеми сложностями. Модель будет довольно простая, тут всего лишь 156 деталей, очень короткое описание, что довольно редко у «Звезды». Так что давайте приступать. А здесь автор собрал ее довольно интересно. Ну а купить все необходимое для моделизма, будь то наборы для сборки, краски, инструменты, вы можете в магазине «Модельная лавка». Там регулярно появляются новинки от «Звезды», от АВД, от других мировых производителей. Для первого заказа действует промокод, который вы видите на экране. Он дает вам скидку в 500 рублей. Но если вы бывалый пользователь лавки, то есть промокод Dasha, и он дает вам скидку в 10%. Так что ссылка на магазин в описании. Переходи, там и все действующие промокоды. Собственно, вот так выглядит модель. Вот такие литники с довольно грубыми какими-то ошибками литья. Ну, видимо, износ пресс-форм дает о себе знать, так как модель не новенькая. И вот я уже начала подсобирать. Например, вот так будет выглядеть кузов. И сборка довольно сложная. Так что, если вы захотите поностальгировать и почувствовать, что чувствовал моделист лет 20 назад, то можно смело покупать этот набор. И, собственно, 20 лет назад, мне кажется, все модели выглядели примерно так, имели такие же сложности в сборке. И моделист с этим всем боролся и получал хорошую модель. Так что давайте посмотрим, что у меня получится дальше. Также в наборе декали. Но декали у «Звезды» всегда были хорошего качества. Я думаю, эти тоже не будут уступать. Вот, собственно, кабина, колеса и покрышки. Покрышки резиновые, немножко грубоватые. Надо будет выбирать средний шов, но в целом очень даже приличные внедорожные. И литник с остеклением. И остекление выглядит хорошо. Посмотрим, как оно будет в установке. Хотя у меня какая-то царапинка есть на стекле. Да, посмотрим. В наборе также идет инструкция. И она очень-очень упрощена. И довольно сумбурна, на мой взгляд. Я думаю, что моделисты вот как раз лет 20 назад именно с такими инструкциями сталкивались и с такими сложностями боролись. Так что схема окраски тоже выглядит довольно архаично, но интернет нам в помощь. Так что давайте продолжать сборку. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Telegram. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technic. Ссылочка на Telegram есть тоже в описании. Так, сейчас вам покажу, как я буду ставить задний мост. Ставятся на рессоры, 2 точки крепления. Вот он сам мост. Конечно, модель
довольно архаичная и даже в сборке. Поставили. Так, передний мост мы ставим тоже на рессоры. Вот 2 точки крепления. Тут они ставятся вот так. Вот, как видите, в инструкции, в принципе, все наглядно, но немножко запутано. Сборку шасси. Устанавливаю карданвал. Тут я даже, наверное, не буду использовать клей. Он встанет сам. Так, в двигатель и в задний мост. Да, все держится. Хотя, мне кажется, вот таких вот зазоров не должно было быть. Так, теперь я устанавливаю колеса. Так, устанавливаем колеса. Тут понадобится клей. За кадром я уже собрала кабину, и я решила это делать за кадром, так как это довольно сложный был процесс. Детали плохо стыкуются, довольно сложная геометрия, и это было довольно сложно. Пришлось мне подгонять, и то еще не совсем, надо доработать немножко напильничком некоторые соединения. Ну, примерно вот так будет выглядеть готовая модель. Кузов и тент. Наверное, даже вот так. Вот так. И в таком виде мой грузовик отправляется в окраску. Я приступила к одному из самых творческих этапов. Это окраски этой необычной модели, а все началось с нанесения грунта. После недолгих раздумий я выбрала светлый грунт, так как он станет отличной основой для последующих слоев базового серого цвета и обеспечит хорошую укрывистость и яркость будущих оттенков. Следующим шагом стала предварительная прорисовка теней на кабине и в кузове с помощью техники пришейдинга. Особое внимание я уделила внутренней части кабины, ведь ее необходимо затонировать сейчас, так как после склейки получить аккуратный доступ к этим плоскостям будет уже крайне проблематично. Такие же тени были нанесены и на радиаторную решетку, чтобы сразу задать глубину и объем этому сложному элементу. Ну а далее я приступила к работе с основным цветом, и это немецкий серый Дюнкенграу. Это один из моих любимых оттенков в моделизме. Он невероятно послушный и благодарный. Его легко затемнить и осветлить, просто добавляя в базовый тон черный или белый цвет соответственно, что позволяет создавать плавные и реалистичные цветовые переходы. Ну а переупаковка моделей сторонними фирмами – это довольно интересное явление, которое знакомо всем, кто хоть немножко сталкивался с миром стендового моделизма. Суть в том, что одна компания производит набор, а другая берет этот же набор, немножко меняет упаковку, добавляет или адаптирует инструкцию, иногда использует другие декали и выпускает уже под своим собственным именем. Для покупателей это часто выглядит как новый продукт, хотя на самом деле внутри лежат те же самые литники и та же форма, только оформлено все иначе. Такое происходит и происходило постоянно. Отдельной задачей стоит покраска тента. Для него я выбрала специализированную краску Tint Brown от Machete. Ее пигментация и матовая фактура идеально имитируют цвет и текстуру выгоревшего на солнце брезента. Ну а далее меня ждет кропотливая работа кистью. Вручную мне предстоит окрасить детали интерьера кабины, все агрегаты шасси, рефлекторы фар и домкрат. Эта монотонная работа требует аккуратности, но именно она и оживляет модель, наполняя ее деталями. Одни фирмы переупаковывали модели Nova, другие выпускали под своей маркой продукцию Трумпетер или Академия, а кто-то даже перевыпускал Rebel или Звезду. На форумах моделистов часто можно встретить обсуждения на эту тему. Мол, моделист переупаковал Трумпетер, качество хорошее, цена та же, что у оригинала. А вот Восточный экспресс выпустил наборы, сделанные по старым формам, чтобы сохранить их доступность для покупателя. И иногда это вызывает удивление или же возмущение, но чаще воспринимается как привычная практика.
Теперь настало время одного из самых волшебных этапов, который буквально вдыхает жизнь в сборку. Это нанесение смывки и также сухой кисти. Я выбрала для этих целей насыщенную черную масляную краску, соответственно. И я ее приготовила сама на основе white spirit и масляной краски, хотя можно воспользоваться и готовыми продуктами известных брендов. И цель этой процедуры – это не просто залить все щели черной краской. Главная задача – создать максимальный контраст, визуально углубить все линии и подчеркнуть каждую заклепку, болт, технологический стык или рельефную деталь на поверхности модели. На сером цвете черная смывка работает особенно эффектно, создавая четкий, почти графичный рисунок, который сразу добавляет модели глубины, сложности и ощущения масштаба. Техника нанесения требует определенной сноровки. Я наношу смывку довольно обильно и использую мягкую кисточку достаточно большого объема, чтобы смывка свободно затекала во все углубления под действием капиллярного эффекта. Важно дать жидкости сделать свою работу самой, и не стоит бояться временного вида модели. Сразу после нанесения она выглядит немножко пугающе, будто она испачкана сажей. Ключевой этап – это удаление излишков. После того, как смывка полностью высохнет, а для этого я оставляю ее на несколько часов, а иногда на всю ночь, потом я беру чистые ватные палочки или сухие плоские кисточки и слегка смачиваю их в растворителе в white spirit. И аккуратными движениями я стираю излишки пигмента с выпуклых и открытых поверхностей, оставляя смывку только в углублениях и вокруг деталей. Этот процесс подобен проявлению фотографии. Постепенно из-под темного налета проступает основной цвет. Но все линии теперь четко здесь очерчены, а каждый элемент приобретает вес и четкость. А рельеф, который до этого был едва заметен, теперь читается идеально. А этот шаг кардинально преображает модель, готовя ее к дальнейшему этапу тонирования и придания естественности. А финишные штрихи будут сделаны с помощью сухой кисти. Этим методом я пройдусь по всем граням и мелким элементам, чтобы выделить их и добавить эффекта естественного износа и бликов. Тут я использую масляную краску практически белого светло-серого цвета. Ну а завершающим аккордом станет работа с пигментами. Я слегка припорошу ими ходовую часть и нижнюю поверхность кузова, чтобы создать легкий налет пыли и грязи, добавив модели ту самую каплю реализма, которая отличает просто собранную модель от живой истории. И вот такой переблиц у меня получился, и этот автомобиль мне напомнил мою юность. Именно тогда, именно так выглядели сборные модели, и именно таким и был процесс сборки. Довольно трудоемкий в плане подгонки каждой детали. Сейчас мы избалованы современным качеством и литьем. Так что хотите вспомнить свое детство, а может быть и юность, то рекомендую купить этот набор. До новых встреч. Пока-пока.